Добрый день. Сегодня решил показать, как я сделал свою велоаптечку. Ну и в комментариях мне тоже писали показать. Я сначала хотел сделать аптечку с этого тряпочные, ну не тряпочные, а кожзамовые пеналы есть для ручек. Но оно гнется, поэтому решил такое пластиковое сделать, чтобы надежнее там все лежало. Нигде не помялось, не раздавилось, ничего. Здесь под вот этой бумажкой там рисунок был. Ну, я взял купил эту клейкую ленту салатневую. Наклеил. Для чего наклеил? Чтобы в случае, если вечером понадобится аптечка, чтобы по-быстренькому в темноте найти. То есть фонариком, фонариком или чем там, если посвечивать на вот эту салатнюю, она хорошо светится. Здесь у меня в аптечке было, я буду переделывать, покажу, как я переделаю. Раньше у меня было просто я тряпочку, тут наклеил тряпочку, тут тряпочку наклеил. И здесь тоже кармашки понаклеивал. Ну и засовывал таблетки, там такие палочки. А сейчас я это все поснимал. И решил на вот такую у меня ткань есть. Ну, даже не знаю, что это такое. Вроде ткань не ткань, но поролоновое такое, мягенькое. И, в общем, то же самое вырежу сейчас. Кармашки понаделаю. Ну и потом приклею обратно сюда. Замерил, короче, в ширину. У меня тут, если края не брать, то у меня тут 9 получается сантиметров. Но я и края буду обклеивать. Ну, в принципе, та тряпочка тоже обклеивала края. Для чего я тут тряпочку? Чтобы оно плотно все лежало и не тряслось, короче. Вот так у меня получилось. Это для верха. Ну, а это для низа. И тут немножко по краям позакруглял. Тут у меня он закругленная, тут более ровная, тут закругленная. На старых этих самых я вот эти кармашки приклеивал на клей. Ну, по краям смазывал, ну и приклеивал. А здесь я хочу на швейной машинке немножко по-другому кармашки сделать. Ну, наверное, я сейчас буду смотреть, может посредине или где-то. И на машинке прострочу по краям. Один кармашек уже пришил. Я поначалу думал так приклеить. Ну, две половинки. А потом решил все-таки соединить вместе, чтобы плотнее было, ну не расходилось, короче, вот этот один кармашек пришил. Тут у меня палочки будут. Второй кармашек сюда пришью. Это будет для таблеток. Вот так вот получилось. Два кармашка. Здесь сейчас я еще подумаю, может здесь какой-нибудь кармашек пришью, а может так оставлю. В общем, сейчас посижу, подумаю. И вот все, что у меня получилось в верхней части. Палочки, таблетки,
этот самый булавка на всякий случай. И здесь кармашек пришил, это резинка типа жгута на всякий пожарный. Это у меня пойдет на верхнюю, вернее, на крышку филоаптечки. А с нижнюю часть я просто прошью, как и эту самую соединю. Внизу у меня я кармашки не прошиваю, но у меня и до этого тоже не было кармашков, только на верхней части были. А внизу просто у меня будут лежать всякие баночки там, ну, с этой, как она называется, перекись водорода, там одеколон, потом этот карандаш зеленка. Ну, короче, я потом сделаю, потом покажу. Вот в итоге, что у меня получилось. Я уже сюда все послаживал. Так, салфетки. Нож. Я решил такой вот, как он называется, керамический, как он называется, решил такой, чтобы он поменьше грамм весил, такой положил. Так, баночка такая с этим, с ватой. Бинт. Это у меня написано колониасы. Это, короче, этот самый одеколон турецкий. Этот самый перекись водорода. Правда, что-то она у меня потемнела. Давно уже лежит. Надо будет поменять. Зеленка, карандаш. В верхней части палочки. Таблетки тут всякие разные. Это самые лейкопластыри немножко. И типа жгута. Все. Спасибо за внимание.